Эй, привет всем хорошим людям и добро пожаловать на канал Custom Truck. Друзья, сегодня интереснейшая серия с новым проектом. Как вы уже поняли по заставке, по названию, я купил погрузчик. Это очень интересная история. Сейчас я вам расскажу маленькую предысторию. Вот, как вы уже видели, я выбирал из 3 вариантов нового проекта. Почему нового проекта? Потому что, как вы знаете, я продал погрузчик Ханамак, я продал КамАЗ. И нужно что-то взять интересное, чтобы это помогало нам здесь внутри в гараже. И, возможно, было для вас тоже интересно. Но, как вы понимаете, все не так просто. Почему? Потому что я купил самый худший вариант. Естественно, он оптимально подходит нам для базы. Да, я купил на аукционе маленький погрузчик BMW. Небольшой. И самое интересное, что, скорее всего, что его бы ждала металлоприемка или что-то тому подобное, потому что он достаточно сильно разворован, разукомплектован. Вот, но он попал к нам в руки, и я думаю, мы дадим ему новую жизнь, как и многим другим проектам, которые к нам попадали в руки. Вот, с чего началась история, я посмотрел, да, он страшноватый, конечно, я немножко пугался, стремался, но решился. Ну, вот так сложились звезды, поставил, думаю, последнюю ставку поставлю и победил. Вот, так что теперь наша задача огромная и большая, его доставить на базу. Естественно, он не на ходу, поэтому нас ждет очень много приключений. Там не хватает коробки, надеюсь, скрестив пальцы и верю, что это единственное, что там не хватает. Там не хватает мелочей, естественно, там седухи, радиаторов нету, кстати. Еще там, я не помню, стартера, по-моему, тоже нету. Но это все мелочи, которые мы докупим. И будем надеяться, что там проворачивается двигатель, потому что не хотелось бы попадать на очередной ремонт двигателя еще. Вот, так что, друзья мои, вы присаживайтесь поудобнее, серия будет очень интересная. Я уже откопал наш эвакуатор Volvo. Сейчас еще заведу наш Т-16, здесь подчищу еще всю территорию, чтобы все аккуратно было и все было готово к приему нового проекта нашего погрузчика. Вот, ну и завтра уже, сейчас я сложил все ключи там, все, что нам было необходимо. Ну а завтра мы уже отправимся в путь с утра. Наверное, с нами поедет батя. Скорее всего, что он согласится ехать. Но в любом случае будет интересно. Погрузка, необычные пейзажи. Мы здесь поедем по прямой дороге, как обычно. Но я не люблю я поливать по трассе, неинтересно. Хочется проехать как-то вот по природе больше. Тянусь к природе почему-то. Все. Слишком много я заболтался. И еще, друзья, огромное спасибо всем за поддержку на Бусти. Если у вас есть желание поддержать нас и одновременно получить доступ к уникальному контенту, каждые 2-3 дня я снимаю, что у нас происходит здесь в гараже. И зрители на Бусти в том числе даже в курсе были, что я участвовал в аукционе, что, в общем, я делюсь там всеми своими вот этими приключениями, которые у нас в гараже. Так что советую подписаться. И всем огромное спасибо, кто уже подписался. Огромное-огромное от души спасибо. Ну а всем остальным вам я желаю приятного просмотра. Присаживайтесь поудобнее, заваривайте чай, доставайте пельмени, печенье. Что там вы еще любите? Селедку, наверное, я не знаю. Ну и всем приятного просмотра. С собой я доложил из необычного это цепи. Взял большой наборный, я всегда беру. И взял вот такой вот еще трос. Потому что часто бывает необходимо дозацепить дальше нашу машину. Таким образом он помогает. Еще сейчас закину несколько шаклов. И в принципе Volvo у нас будет готова к выезду. Все подготовил. Не помню, показывал я вам или нет, но, по-моему, зрителям из Telegram и на Бусти я показывал, что вместо пневматического сидения я установил механическое. Огромное спасибо Вадиму, который нам это подогнал, сделал такой подгон. Очень классный вариант. Я из 3 сидений собрал одно, но оно работает полностью, весь функционал, раскладывается сюда, прокидывается, работает по весу. Очень классная вещь и регулируется по высоте в том числе. Вот. И, собственно, вот будет наше первое испытание. Это испытание нашего сидения в том числе. Вот, вибасточка работает. Сейчас еще я хочу установить сюда лопату. Ну вот, наверное, привяжу ее сюда как-нибудь, потому что лучше с собой ее взять. Погода, сами видите, у нас первые 2 дня тепло. И поэтому вот в этот момент я хочу как раз и забрать наш погрузчик, потому что когда холодно, я что-то на Вольве боюсь ехать, потому, может и воздух замерзнуть, знаете, да и смысла нету, вот.
Так что завтра стартуем. Ну, сегодня я еще расчищу здесь снег весь. Хочу немного туда отогнать на соседскую территорию Вольву. Расчищу здесь снег, чтобы мы могли передвигаться спокойно, чтобы мы могли без проблем потом разгрузиться. Вот, ну, такие вот дела. Так что начинаем работу, пока светло. Постараюсь здесь навести порядок. Вот такую красоту навел. Полностью все расчистил. Т-16 красавчик. Без проблем на ключ запустился и поехал. Все вытолкнул туда, на задний двор. И сейчас там тоже подправлю лопаткой. Я максимально собрался, все сложил, столько всяких вещей и жду не дождусь уже завтрашнего дня, чтобы скорее ехать за нашим новым проектом. Ну а если, друзья, вы подыскиваете себе автомобиль, то сейчас самое время воспользоваться интересными и выгодными предложениями. А с бесплатным сервисом Автоспот найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно звонить или куда-то ездить по автосалонам. Достаточно открыть мобильное приложение или сайт Автоспот и выбрать из огромного каталога, в котором собраны практически все марки автомобилей. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус. При этом все предложения от официальных дилеров. А самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля. Кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать, ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании. Проходите и пользуйтесь. Я сейчас уезжаю домой, ну а завтра поедем за нашим проектом. Доброе утро, друзья! 8 утра, и мы уже, в принципе, накачали воздух. Нанял себе работника, он расчищает снег. В общем, красавица Вольво. И у нас выпал большой снег. Теперь не знаю, как нам выбраться, как нам доехать. В общем, будет весело однозначно. Так что выезжаем, пробуем. Мы наконец-то вырвались из снежного плена. Из базы чуть выехали. Вот, у нас была одна только попытка, но нам повезло, никого не было как раз. Поэтому все хорошо. Но очень неприятная погода, снег сбитый такой. Вольво буксует. Но надеемся, все будет хорошо. Пожелайте нам удачи. Вот так выглядит наш город, но в городе все почищено, а вот что будет твориться там дальше, в снежной пелене, пока неизвестно. Будем надеяться, что все будет хорошо. Суть в том, что сегодня 0 плюс 1, и поэтому, собственно говоря, было принято решение ехать. Вот, потому что в очень снежную погоду на Вольво, к сожалению, ездить очень сложно, поскольку она вообще не едет. Все, движемся. Впереди у нас 125 километров. Ну и славный город Чериков. Мы будем проезжать через Мстиславль, Кричев. Так что всем нашим подписчикам и зрителям из этих городов огромный-огромный привет. Ну и Черикову отдельный пламенный привет. Там мы еще не были никогда. Все, едем. Вольво ведет себя хорошо. Новое сиденье, которое я поставил, вообще очень тоже удобно. Ну, посмотрим, как оно дальше будет вести себя. Дорога усугубилась. Едем. Вот такая нерасчищенная трасса у нас здесь. Ну, пока нормально. У Вольво есть один недостаток. Забрасывает сильно стекло. И не видно в зеркало. Очень плохо видно. Если машина без фар, то не видно нифига. Вот, так что усугубилось. Но туман прошел. И все-таки непонятно, как лучше, когда туман ехать или когда вот так вот стрёмненькая трасса сама по себе. Ну, еду пока что. Все нормально. Назад будет ехать попроще, загрузимся. И там будет уже полегче. Немного, если честно, в расстроенных чувствах еду за погрузчиком. Ну, достаточно сильно раздербанен. Но ладно. Думаю, общими силами мы справимся с этой задачей. Оживить его.
Вот, ну и будет хорошая машинка для нас, для базы. Это я сейчас себя пытаюсь успокаивать. Вот. Ну, кто-то со мной торговался на аукционе, значит, еще кому-то такому же безбашенному эта машина понравилась. Так что, ну, будем надеяться, что все у нас получится. Ну, и это будет интересный, мне кажется, достаточно контентик. И еще одна единица вернется в строй, вернется в работу и не будет нам металлолом. Ну, а зима, мне кажется, потихоньку уже отступает, хотя завтра, послезавтра передают минус 18, но мне кажется, это уже последние вздохи нашей суровой зимы в Беларуси в этом году. Движемся дальше, 70 едем, больше страшновато, дорога очень разбитая, такая вся, знаете, волнами, поэтому лучше не лететь. Мы движемся по городу Кричеву, ну, такой промышленный город. Там впереди завод цементовый или цементный, как правильно, не знаю. Большое такое градообразующее предприятие. И на Россию поставляется цемент. Разные страны. Так что еще раз нашим зрителям из Кричева, наверняка их много, огромный-огромный привет. Снежные заносы у нас. Без снега в этом году никак. Очень много. Вот здесь стоят грузовики, которые грузятся на куда-то, вот я вижу на российских номерах много машин. Вон они стоят, сразу 5 грузовиков. Все, ну а нам еще 30 километров, наверное. Где-то так, может 40, не помню точно. В общем, уже чуть-чуть осталось. Там еще не расчистили снег, поэтому, возможно, нам придется ждать. Слева у нас огромный карьер. Батя говорит, что там когда-то ездили внутри на большой-большой глубине всякие погрузчики, экскаваторы. Вот я не знаю, кто местные, напишите. Действительно, или его засыпали потом, потому что раньше там глубина была очень-очень большая. Ну, едем, в общем, потихоньку, не спеша. Движемся. Мы только что проехали центр города и сейчас вот уже на кольце уходим направо. Там вот у нас слева танчик стоит. Наверное, Су-85. Любителям игры танки. Такой красавец там стоит. Вот, все, выезжаем из Кричева. Такой промышленный город, ну в центре более-менее. Вот так что такие дела. Все, мы въезжаем в город Чериков. Всем нашим зрителям огромный привет. 1604 год основания города. Наша организация здесь находится сразу справа, вот она. Так что сейчас уже будем заезжать на территорию и грузиться. Идет процесс эвакуации. Погрузчик наш поехал. Первые метры погрузчика. Классный аппарат. Сейчас нам нужно выставить Volvo и будем загружать. Грузили мы наш погрузчик. Вот так он стоит. Пап, нормально загрузили? Все? Нормально. Четко, да? По размерам соответствует. Все, сейчас будем увязываться. Это тоже такой отдельный кусок работы, который требует внимания. Рэпы мы все повесили. Сейчас наша задача, вот немножко под ковш хотим сюда засунуть. Чтобы он приподнялся и не бил по площадке постоянно. Наверное, это так будет работать, но это не точно. Дима, натянешь и... Чтобы хватило вылета, понимаешь, может быть, тянем, а ничего не сможем сделать. Один талрэп мне пришлось докупить, потому что потеряли мы тогда и так его и не нашли. Так, сейчас натягиваем заднюю сначала. Мощный белорусский трактор. О, видите? Крутая техника.
новейших, я так понимаю. Ну да. Потом подтянется. А, да, еще низ его. Это тоже ваша. Ага. А еще что-то было там вроде. Нет, кто-то про это знает. Отлично. Все, у нас есть коробка. Да? Да. Так. Теперь переднюю часть. И нам нужно коробку положить и привязать еще нужно. Всем нашим подписчикам, которые здесь работают, огромный-огромный привет. Много людей здесь среди наших зрителей. Ну, подходят, говорят. Проскочим, да? Да. Ну, в принципе, мы перецепимся. Да, нормально. Я говорю, по-любому нужно подтянуть, а потом перецепиться. И все. Сейчас глянем, может и хватит. Лишь чуть-чуть осталось. Обязательно нужно остановиться, провериться будет, потому что передние у нас сталрепы не совсем натянуты, возможно, придется их перетянуть. Но будем следить в любом случае. Ну так, счастливого нам пути. Но здесь не так далеко, так что должно быть все нормально. Подъезжаем к городу Мстиславлю. Здесь на кольце самолетик стоит. Да. Хотел тоже передать всем нашим зрителям из Мстиславля, Максиму, его дочке Соне тоже, она наверняка смотрит нас. Вот. Такой самолетик здесь на въезде. Ну, старенький. Я, к сожалению, в самолетах вообще не разбираюсь. Друзья, пишите, что это за аппарат вообще. Какой-то реактивный, наверное. Ты думаешь, пап? А ты разбираешься? Ну, я не совсем, но это МиГ-15. Это первый реактивный самолет, который в Корее воевал. Ага, понятно. Ну, давай остановимся, перекусим. Ну, да. Обед всегда должен быть по расписанию. Тем более, что Галя нам сложила с собойку, значит, обязательно нужно скушать, иначе она потом ругается. Ну и здесь, смотрите, зилок, вот заодно снимем вам. Зилок это, да, зилок 131, блин, колесо, видишь, спустила у него. На обед у нас Галя нам передала холодец, вот такой домашний. Очень вкусный, натуральный. Мяско, салка. Там бати тоже. Здесь у нас чаек. Есть сок, есть фрукты. В общем, мы упакованы по полной. Вам тоже, если обедаете, приятного аппетита. Но мы тоже покушаем и будем выдвигаться. Нам еще вон горки 54, но вы, наверное, не увидите. 50 километров. Остановились, друзья, пообедать. Сейчас вроде все нормально здесь. Погрузчик наш растаял. Все хорошо. Все отлично. Двигаемся дальше.
если честно, я думал, Volvo не сможет здесь развернуться. Но благодаря тому, что здесь расчистили снег, мы смогли развернуться и заехать. Так что сейчас загоняем и будем пробовать разгружать. Ну вот мы и добрались. Мега покупка. Коробка, как говорится, в придачу. Сейчас пытаемся накачать колеса, но пока что у нас не выходит. Очень сильно здесь вот шипит, видите? Но это надо сделать, потому что так мы не будем царапать нашу площадку во время разгрузки. Сейчас накачаем передние, отцепим талрепы и сможем уже разгружаться. Помощник мой трудится. Все пределы. Он такой довольный, что я его взял с собой, что ему не нужно будет дома сидеть. Так он готов вот и помогать, и все делать. Хотя уже в возрасте. Так, ну это колесо тоже попробуем накачать. У нас тюнинг здесь есть, видите, шторки. Но сейчас разгрузим его и попробую снять вам поподробнее, что за машина и как нам дальше с ней быть. Вот, снег подрастаял. Хорошо, что там скинули снег, он тоже растаял, так что мы сейчас можем его спокойно даже загружать в гараж. Будем его затягивать в гараж туда, чтобы там уже разбираться. Наверное, так будем делать, пока не знаю точно. Вот, там темно в гараже, плохенько тоже, не совсем комфортно. Ну, посмотрим. МАЗ работает без глушителей, накачивает воздух. Т-16 тоже запустился. Половина техники активирована, чтобы мы могли наш снять погрузчик. Все дело в том, что сейчас МАЗ вытащим, ой, точнее выедем и туда затащим погрузчик. Такой план. А МАЗ пока что оставим здесь. Какая у нас сейчас мысль? Дабы не царапать лишний раз площадку, принято решение взять Т-16 и попробовать приподнять ковш и Т-16 помогать спускать погрузчика. Вот такая задача. Что с этого выйдет, сейчас посмотрим. Давай, пробуй, пробуй.
Да, друзья, это было очень эпично. Бедная наша площадка, немножко ей досталось. Ну да ладно, ничего страшного. Сейчас еще нам на волю вот выехать, блин. Потому что она тоже уже буксует. Но это должна... Ничего страшного. Вот как нам его затолкать еще вовнутрь в гараж, пока что не представляю. Ну, посмотрим дальше. Фух, пришлось нам поработать. Выкинули весь лед. И хочу вам показать, что мы купили вообще поближе. Да и самому интересно очень. Поэтому взял камеру. Что заметил, когда разгружали, что здесь немножко пальцы болтаются. И очень разбит палец вот этот вот. Здесь тоже. Ну, как бы это все меняется, делается. Ковш у нас типа на быстросъеме. Пальцы вынимаешь, и он как бы вываливается. Мосты, цилиндры вроде в хорошем состоянии, минимальные. Здесь есть какие-то следы ржавчины, но это мелочи, вообще мелочи. Вот здесь сверху цилиндр и 2 цилиндра вот рабочих здесь, которые поднимают основной вес. Передний мост. По переднему мосту тоже нюансы, потому что кардана нету, суппорта на тормоза, ну, точнее на ручник нету. Вот, ну непонятно, как здесь устроены тормоза пока что. Вот дворник как на пазике, вот такой, видимо моторчика там уже нету, да? Естественно, раздербанено все, небось. Ну ладно, рано еще ругаемся, но скорее всего, что его нет. Так, здесь в салоне у нас вот так все выглядит. Очень страшно, очень грязно. Сам этот погрузчик с коробкой автомат у нас был. Вот он. И он... Переключались передачи вот здесь выключателем. Вот здесь и взад-вперед был вот здесь переключатель. Это тросовый джойстик. Ой, бляха, опустил ковш, да, пап? Да. Ё-моё. Блин, нафиг я его трогал. Ну, значит, работает. Хотя бы уже так. Ну, а с задней части у нас двигателя стоит вот насос такой. Что за оно, я не знаю. Точнее, тандемный насос, я так понимаю, раз-два. Вот, и как тут что должно быть, пока что непонятно, но очень интересно. Ну, пластик какой-то более-менее тут есть. Вверху шторки. Там переключатели, люк, динамики. То есть тачка заточена под то, чтобы музло валило здесь как надо быть. Тут вроде все на месте. Это лючок отсюда, скорее всего, да. Это непонятно. Педаль сцепления газа, тормоза. Так, по мотору. Тут, естественно, в колхозе, что стоит на D240, все нужно снять. Все абсолютно. Фильтр воздушный снят. Ну, это как бы мелочи. Мотор стоит. Генератор снят. Хотя на фотографиях летом он был. Я точно помню. Но еще посмотрю. Вот здесь радиатор должен стоять. Радиатор украден. 2 радиатора. Один основной радиатор и второй на вот гидравлику радиатор. Я так понимаю, вот вход, вот выход. Скорее всего так. Стартер дербанут. По поводу печки тут тоже непонятно. Свеч накала нету на этом моторе. То есть фактически обычный мотор, да? Нету свеч. Насос тоже, но вроде насос родной. Как-то интересно так сделано. Я так понимаю, глушилка есть и газулька отдельно. Так. Тросики пообрезаны. Вот, ну кому это надо было взять, обрезать этот тросик? Я этого вообще не понимаю. Так. Ну и дальше мне ничего не понятно, ребятки. Я так думаю, что вот там, видите, у нас нету фланца. Так, на мосту. Туда, скорее всего, одевалась вот эта коробка, которой у нас якобы нету. Вон к ней есть всякие подходят шланги, я так понимаю. Вот. А потом от этой коробки еще шел на передний мост кардан. Он шел где-то здесь.
И его тоже у нас нету. Благополучно его тоже нет. Интересно по поводу печки. Здесь вообще она существует? Печка или нет? Такое чувство, что ее здесь не бывает. Газ. Ладно, это мы здесь наведем потом порядок. Будет более понятно, что и как. Ну, вот такой. Он небольшого размера сам по себе аппаратик. Я думаю, тачка интересная, но возникнут у нас явно проблемы с коробкой на него. Поэтому, друзья, сразу огромная вам просьба. Если у кого-то есть возможность найти коробку для этого аппарата, то буду рад. Если вдруг у нас не получится найти, если, может, у вас где-то лежит, где-то знаете, у кого есть, то приобретем с удовольствием. Коробка здесь у нас, может, кто-то шарит в этой теме, как говорится. Вот ее маркировка. Не знаю. Dropbox Serial Number TV200. Вот, коробка TV200. Такая коробка нам нужна. Больше маркировки здесь нету никакой. Ладно. Будем как-то пытаться с этим всем разбираться, друзья мои. Но как мы это будем делать, я пока даже не представляю. Ой, ну ладно. Главное не падать духом. Это, наверное, самое главное в этой ситуации. Ну что, друзья, все у нас получилось. Немножко пришлось здесь повоевать. Попытались с батей снять ковш этот, чтобы он не мешал. Ну, что-то у нас не получилось. Он выворачивается на цилиндре, а не ковш выворачивается. В общем, не получилось. Птичка в клетке. Ай, так на камеру вообще красиво смотрится, слушайте. Ну, может быть, он оживет и будет все хорошо. Но, друзья, нужна ваша помощь. Нам нужна коробка на BMW 1365. Было два варианта. Стояла механика зиловская вместе с реверс-редуктором. А в нашем случае это коробка-автомат. Если у вас есть возможность помочь, то обязательно свяжитесь со мной. Буду рад. Потому что я уже пытался шерстить, но ничего не получается. Непонятно где, что и как. Ну а вам, как обычно, огромное спасибо, что были с нами. У нас новый проект. Интересно будет заниматься этой машиной. Не забывайте подписаться, не забывайте поставить лайк и не забывайте поддержать нас на Бусти, если у вас есть такое желание и возможность. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.